Теперь подумаешь над моим предложением? Тебя замкнуло, что ли? Прошу. Полная сумма. Всем привет, дорогие друзья, с вами Годунов. После предыдущего ролика, где я вернулся в начало игры и показывал способ фарма денег, без той самой картины, прибывшей из космоса, под названием Бранчези 18. Псс, если еще не смотрел этот ролик, переходи по ссылке в описании, пока не пофиксили. Я вспомнил, что некоторые начальные миссии, в частности с приобретением робота по имени Болт, были пройдены абсолютно идентично у всех известных мне летсплейщиков. И связано это с тем, что в первые часы игры никому и в голову не приходило накопить необходимое количество Эдди, дабы посмотреть хоть на небольшое ответвление в сюжете. Но теперь-то у нас с тобой есть деньги. Давай вместе с тобой посмотрим, что же будет, если мы договоримся с Ройсом и не будем начинать перестрелку с мальстрёмовцами. И перед походом к бандитам не забудь поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и вшатать с локтя в колокольчик. Приятного тебе аппетита и приятного просмотра. Погнали! Итак, первым делом я поехал на встречу к Мередит Стаут, обсудить условия по получению болта, а также возможность получить от нее денег для оплаты бота. Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. И, возможно, сейчас я допустил грубейшую ошибку, взяв у нее деньги. Позже поймешь почему. Звучит годно. Я в деле. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. Далее, по дороге к мальстрёмовцам, я решил взломать ее чип с деньгами, посмотреть, нет ли там вирусов или маячка. И вот что из этого вышло. Это фиаско, братан! На секунду у меня даже сложилось впечатление, что Мередит Стаут добралась и до меня. Со второй попытки я все-таки справился, и игра Вот не и вылетела. всё. Кредитка теперь без вирусов. Затем я отправился к Джеки, Вот и ты. Рассказывай, что нарыла. и после недолгой болтовни мы пошли в логово мальстрёмовцев. План был забрать болта без единой жертвы. И тут началось самое вкусное. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Забей на Брика. Давай договоримся заново. Отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Эдди. Деньги есть. Успокойся. Я, сука, очень спокоен. Ты так и не сказала, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшон. Декстер Дэшон. Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Теперь подумаешь над моим предложением? Тебя замкнуло, что ли? Прошу. Полная сумма. Бомба. Фу. Болт хорошая штука. Полезнее собаки и есть не просит. А вы берите сраного бота и валите. И скажите Дексу, пусть сосет мой сияющий хромовый хуй.
Самые внимательные могли заметить, что после оплаты мальстрёмовцы на миникарте отображаются как союзники. Ну, дело сделано. Ага, теперь валите! Как закончите сосать у Декса, передайте ему от меня привет! Кусок дерьма. Транзакция прошла успешно. Болт у нас. Что могло пойти не так? Чё, блядь? Сука, Милитех! Надо уебывать! За мной! Мелитех не смог сделать все культурно через чип и пошел на шторм. И, возможно, сейчас я допустил грубейшую ошибку, взяв у нее деньги. Ну, это больше в их стиле. Поедем по конвейеру. Врубай. Да сколько мне еще ждать? Ну быстрее! Эй, Дум-Дум, или как там тебе? Зачем ты нам помогаешь? Хуй вам, я помогаю себе. Как псы милитеховские. Сейчас, как и при первом моем прохождении, начинается потасовка и перестрелка. Но теперь я сражаюсь плечом к плечу с мальстрёмовцами против парней из Милитеха. Ближе к концу миссии мы доходим до ангара. И там нас встречает не один, не два, а целых 3 робота. 3, Карл! В одном из которых будет сидеть наш союзник Мальстрёмовец. Какого хера? Жаль! Вы-то тут откуда? Уходим отсюда. Чё? Нет. Просто хотел сказать, что вы клёвые. Давай, Ви, надо выбираться. После того, как мы отделаем всех противников из Милитеха и выйдем из ангара на улицу, нас будет ждать сюрприз. И это не Мередит Стаут, как ты можешь подумать, дорогой мой друг. Встречать нас будет Гилкрист, та самая крыса, которую Стаут возила в багажнике в начале этой миссии. Хочу с ними поговорить. Ты стреляла в моих людей. Знаешь его? Они начали первыми. Боссы Милитеха про это спрашивать не будут. Но если бы ты договорилась со Стаут, я был бы уже мертв. Так или иначе, ты спасла мне жизнь. Теперь я спасаю твою, так что мы в расчете. Честно говоря, не ожидала увидеть тебя еще раз. За вами следили. Ты, наверное, и сама знаешь. Люди Стаут были у вас на хвосте, а у них на хвосте были мои люди. В итоге у нее сдали нервы. Она решила, что ты договорилась с Мальстрёмом за ее спиной и нажала красную кнопку раньше времени. Классика. Если не знаешь, что делать, почему бы не поштурмовать пищекомбинат? Вот как бы и все. Я сделал так, чтобы ей это аукнулось. С Мальстрёмом дел лучше не иметь. Вечно все криво. А ты зачем приехал? Но мы же так и не узнали, кто в результате был крысой. Вот я и надеялся, что мальстрёмовцы тебе расскажут. Кстати, где Ройс? Надо бы с ним тоже поболтать. Приятно было поболтать. Честно говоря, из-за таких скользких и неточных ответов, я не совсем понимаю, что стало с Мередит Стаут, и могу только фантазировать. Пиши в комментариях, что же на самом деле случилось со Стаут. На сегодня буду заканчивать. Огромное спасибо вам за просмотр. Хорошего настроения. Услышимся в следующих роликах. Пока-пока. We got the